Всем привет! Вы на канале SuperKit. В сегодняшнем обзоре будет Wi-Fi репитер, он же повторитель. Нужен для того, чтобы увеличить площадь покрытия имеющейся сети Wi-Fi. В принципе, это уже интуитивно понятно из названия устройства. В комплекте к репитеру идут кабель витой пары и, хоть и англоязычная, но вполне понятная инструкция. На самом устройстве находятся кнопки VPS и Reset. LAN-порт для подключения коннектора от витой пары для связи с ПК по проводу. Например, если на компе нет Wi-Fi адаптера, то повторитель может продлить покрытие для этого компа не только по Wi-Fi, а и по проводу. Также есть 4 индикатора: питание, Wi-Fi, VPS и проводное соединение с компьютером по витой паре. Вилка здесь европейская, и ее можно менять на 90 градусов. Это удобно, так как можно выбрать, как расположить его в розетке, которая в свою очередь также может быть установлена по-разному. Давайте включать и настраивать. Я буду вести настройки по Wi-Fi. Ждем загрузки устройства, которое знаменуется появлением сети, которая так и будет называться репитер. Адрес для настройки повторителя написан в инструкции. Это 192.168.10.1. Если вдруг вы установите свой адрес, а потом забудете какой, то для этого есть кнопка Reset, которую нужно нажать и удерживать 10 секунд для сброса настроек. Кстати, если соединять комп по проводу, то в настройке сетевой платы нужно внести адрес 192.168.10, а последняя цифра должна варьироваться от 2 до 254. По Wi-Fi IP-адрес устанавливается автоматически, поэтому беспроводной сетевой ничего менять не нужно. Но это все небольшое, но важное отступление, а я продолжу расширять покрытие Wi-Fi с помощью репитера. Для того, чтобы зайти к нему в настройки, несмотря на то, что тут по умолчанию написано Wi-Fi репитер, нужно набирать стандартные админ и админ. В настройках выбираю репитер. Сканируются сети. Находим нужную, цепляемся к ней. Здесь можно поменять имя репитера на такое же самое, как нужная вам сеть. Можно, конечно, для того, чтобы их разделять, называть по-разному. Я пока не буду ничего менять, это в принципе для настройки абсолютно не важно. Применить. Для того, чтобы вы не думали, что у меня есть интернет откуда-то еще на компьютере, вот показываю все мои подключения. Все остальные способы подключиться к интернету на данный момент отключены. Работает только Wi-Fi. Ну, в общем, все. Настройка репитера закончена, интернет появился. Как вы видите, я подключен сейчас к сети, которая называется Wi-Fi репитер. Ну и для того, чтобы убедиться, что интернет есть, можно, например, перейти на какую-нибудь страницу и почитать какие-нибудь новости. Как вы видите, интернет прекрасно работает. Также ради интереса можно протестировать скорость через Wi-Fi репитер. Ну, чтобы быть совсем объективным, можно протестировать скорость без Wi-Fi репитера. Видно, что скорость практически в 2 раза выше. Ну, нет прокладки в виде Wi-Fi повторителя. Вот, наверное, и выше.
Также, как вы увидели из настроек, устройство может работать как точка доступа. Единственное, что мне не нравится в этом устройстве, это то, что при использовании фильтров по MAC-адресу, даже если я добавляю MAC-адрес репитера в список разрешенных, и он при сканировании сетей даже коннектится к нужной сети, интернета в таком случае нет. Поэтому пришлось отключить доступ к роутеру по MAC-адресам. Возможно, есть способ обойти, но у меня не получилось. Если фильтр по MAC-адресу отключен, интернет есть. Также можно вкратце пробежаться по разным опциям повторителя. Здесь вы устанавливаете канал, сеть. Можно уменьшить силу излучения точки доступа. Настройка VPS. Здесь можно перепрошить устройство, перезагрузить. Ввести имя и пароль, которые у нас по умолчанию админ-админ. Здесь можно поменять IP-адрес доступа настроек к репитеру. По умолчанию он, как я уже говорил, 192.168.10.1. Данные об устройстве, MAC-адрес, сеть. Дома и квартиры у всех разные, роутер также бывает расположен не самым идеальным способом из-за различных обстоятельств. До дальних комнат сигнал Wi-Fi может не доходить. Данная штуковина отличное решение для увеличения Wi-Fi покрытия в таком случае. Причем, если даже беспроводная сеть добивает, то сигнал может быть слабым, а установив Wi-Fi репитер между роутером и точкой приема сигнала, можно заметно повысить скорость сети за счет улучшения качества покрытия. Ссылку на Wi-Fi репитер оставлю в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!